Друзья, всем привет! Сегодня мы будем с вами менять строгальные ножи на джетовском рейсмусе. Вот увидите наименование станочка. Ножи у меня уже подзатупились изрядно, конечно, надо их было уже давно поменять, но все руки не доходили. Вот сейчас покажу вам, как это делается. В принципе, ничего сложного нет. Смотрим. Прежде всего, рейсмусовый стол вот этот опускаем в самое нижнее положение. Если у вас установлен вот такой защитный кожух, его снимаем, убираем. Но я его сразу снял, потому что он мешает. Стружка из-за него хуже вылетает. Стружка отсоса у меня нет. Если у вас нет стружка отсоса, то тоже рекомендую сразу его снимать. В наборе идет ключик на 8. Сейчас мы с помощью этого ключа должны закрутить максимально вот эти винты. И после этого извлечем нож. Ну вот, болты мы вкрутили. Теперь нужно извлечь сам нож. Но это не всегда бывает просто. Из-за смолы, из-за мелких опилок, из-за вот этой пыли древесной ножи прилипают. Поэтому сначала их нужно попытаться с места немножечко сдвинуть в сторонку, вот так вот стронуть. И потом уже доставать. Иначе так вы их не достанете. И нож у нас свободно достается вместе с прижимной планочкой из вала. Вот здесь вот видите, сколько налипло. Ну вот, теперь нам осталось установить новые ножи. В комплекте идет набор запасных ножей. Их можно точить, но немного раз, скажем так, эту процедуру можно производить, так как по инструкции ширина ножа должна быть не менее 14 мм. Поэтому тут, не знаю, может быть 1-2 раза можно их подточить. Дальше они уже не пойдут, придется брать новые. Правильно выставить ножи нам помогут пружинки. Вот есть специальные здесь пружинки в пазах. Они будут этот нож подпружинивать снизу. Сейчас я вам покажу, как это делается. Все очень просто. Кладем нож на прижимную планку. И вставляем в вал. Устанавливаем на вал. Выравниваем. Чтобы влево-вправо у нас никуда не уходил, по центру был. В комплекте идет вот такой ножевой шаблон, который устанавливается на вал вот таким образом. Пружинки подпружинивают нож снизу, а прижимная планка сверху ограничивает его вынос. И за счет этого нож встает идеально ровно. Теперь нам осталось только затянуть прижимные винты. При использовании ножевого шаблона обратите внимание, что лезвие ножа должно упираться вот в этот выступ, который ограничивает высоту вылета непосредственно ножа. Вот таким вот образом ножевой шаблон ставится на нож. Вот, думаю, вам видно. Ну вот и все. Ножи установлены. Все ровненько, красиво. Можно работать дальше. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.